Всем привет, дорогие рукодельницы! Рада видеть вас на канале Колыбель искусства. С вами, как всегда, Мирослава. И сегодня тема видеоурока – переделки. У меня остался вот такой короб, в нем был упакован напиток. Он из картона, достаточно плотного картона, поэтому совершенно спокойно можно с ним работать, переделывать. И, собственно, сегодня этим мы и займемся. Для работы сегодня понадобятся декупажные карты, непосредственно короб, акриловые краски, структурные пасты, поталь, полный перечень, как обычно, ниже под видео. Смотрите внимательно. Первый этап, как обычно, грунт. Универсальный на водной основе. Приступаем. Все сушим. Я нанесла грунт на всю поверхность. Дважды я наносила на те места, где будут клеиться декупажные карты, после чего хорошо просушила и прошлась по всей поверхности мелкой зернистой наждачной бумагой. Ну, не совсем мелкой, средней, скажем так, зернистости. Все убрала, пыль смела, влажной салфеткой прошлась. Теперь поверхность ровная, гладкая, готова к дальнейшей работе. Далее, что мы будем делать? Клеить декупажные карты. Сначала внутри, потом снаружи. Все как обычно. Наносим декупажный клей. Клей для декупажа. Далее увлажняем декупажную карту. Убираем лишнюю влагу. Сейчас. Далее с помощью файла и любого плоского инструмента, у меня резиновый шпатель, пройдемся, убирая воздух, выравнивая бумагу красиво на поверхности. И не боимся, что повредим рисунок, мотив. Напоминаю, от середины к краям. Тем самым вы помогаете уйти лишнему воздуху из-под бумаги. Хорошо. И сверху снова клеем для декупажа. Так, отлично. И все то же самое мы проделываем на лицевой стороне короба. Так, крышечка есть. Сейчас перейдем к боковинкам. Для этого я буду использовать вот такие фоновые карты. Опять-таки все тоже. Все, сейчас следует хорошенько просушить. Прежде чем приступить к дальнейшим работам, необходимо закрыть всю бумагу, все картинки первым слоем лака. Это обязательно.
Пока лак высыхает на поверхности, в это время можно сделать объемный элемент для украшения. Я использую глину, силиконовый молд и вот таким образом Итак, получился отличный объемный элемент. Сейчас я его немного оставлю, чтобы он схватился, не был таким живым, и потом буду покрывать краской. Сейчас структурной пастой у меня антика, но я буду работать и обычной структурной пастой, и антикой частично. Добавлю немного фактурности боковинкам. С помощью влажной салфетки я немного разглаживаю, увлажняю пасту поверхности, делаю более плавные переходы. Эта часть меня вполне устраивает. Сейчас то же самое я сделаю с противоположной боковинкой. Так, ну на этом, пожалуй, все. Сейчас немного подсушу и перейду к работе с трафаретами на лицевой поверхности. Далее я беру обычную пасту структурную и, используя трафарет, буду делать объемный рисунок на поверхности. Внутри проделываю то же самое. Взяла другой трафарет, немножко мотив другой, и буду делать такие же манипуляции. Сейчас подсушу и продолжу дальше. Вся структурная паста на поверхности высохла, и сейчас я пройдусь мелкозернистой наждачной бумагой, дабы выровнять совсем, сделать ее гладенькой. Так, я всю поверхность прошла мелкозернистой наждачной бумагой, все ровненько, гладенько, можно дальше работать. Сейчас я приклею, на этом этапе я приклею объемный элемент украшения на боковинку. Для этого я использую строительный клей ПВА. Нанесу его и на поверхности, потом непосредственно на сам объемный элемент. Итак, на этом этапе высох хорошо объемный элемент, структурные все моменты, да, снаружи, внутри. Вот такой эффект на этом этапе получается. И дальше будем покрывать краской. В первую очередь боковинки, дно шкатулки, потому что нам надо, чтобы хорошо это просохло. Для этого я буду использовать акриловую краску, у меня умбра жженая. И так приступаем. Наносим. Можно немножко ее развести. Кисточка.
Кисточка в водичке, помню, да, кисточки влажные должны быть для этих работ. Приступаю. Краска нанесена, и сейчас хорошо следует просушить. Сейчас я буду жидкой поталью выделять участки на внешних боковинках, там, где мы наносили структурную пасту, антику, да, чтобы более выразительные еще были. А на объемный элемент я нанесу клей для золочения и буду покрывать его потом поталью листовой. Так, приступаем. Жидкая поталь, я ее взболтала, цвет золота у меня, скажем так, сухой кистью, не очень активно, вот просто слегка. Не особо волнуюсь, если поталь будет попадать на крышку, где структурная паста с рисунком, потому что мы сюда тоже будем добавлять немного жидкой потали потом, когда будем работать с этой крышкой. Поэтому ничего страшного, я специально не заклеивала, не убирала, потому что не помешает. Тоже я буду делать и с другой боковинкой. Так, ну вполне достаточно. Еще совсем забыла. Я буду клеить ручку. Поэтому тоже в самом начале я ее покрою жидкой поталью, потом нанесу клей для золочения и еще покрою листовой поталью. Жидкая поталь будет выступать и как подложка дополнительно, и как грунт на этой ручке. Сейчас наносим клей для золочения на объемный элемент, напоминаю. И на ручку тоже наношу клей для золочения. Все, оставляем, пока клей не будет ощущаться на отлип. Так, клей подсох, пробуем на отлип. Хорошо пальчик прилипает, значит можно приступать к золочению. Этот есть. И сейчас то же самое я буду проделывать с ручкой. Поталь листовая нанесена. Сейчас я возьму состав, который делает окисление на поверхности. Вот после того, как вы позолотили, используйте этот состав. И она, естественно, будет окисляться. Единственный момент, здесь надо следить. То есть тот момент, когда вы увидите, что все достаточно, вам нравится,
вы сразу должны покрыть шелаком и остановить тем самым процесс окисления. Все, и оставляем, пусть она себе работает. Все так же я делаю и на этой поверхности. Все, пока с этими боковинками закончили, пока пройдет этот весь процесс окисления, мы будем работать с внешней стороной и с внутренней такой же. Сейчас мы будем с помощью акриловых красок выравнивать фон, то есть чтобы у нас не было этих белых перепадов, закроем белые текстурные элементы. И также я буду использовать жидкую поталь. Вот на самой картинке буду выделять слегка. Здесь такие как бы надписи есть. Вот слегка-слегка. Смотрите, сейчас еще одну боковинку, я о ней забыла, но она тоже не важна. Ее будет видно, открывать, закрывать короб. Ее как бы тоже надо немного застарить, тем самым оставить и застарить, и чтобы она была красивая. Поэтому с помощью жидкой потали где-то буду сейчас наносить. Влажной салфеткой прям промакивайте, растягивайте. Тоже средство для окисления. Немного нанесем. Видите, такой естественный эффект отслоившейся краски, размытой краски, то, что нам, в общем, как я это называю, немного поиграться кисточкой, влажной салфеткой, жидкой поталью. Экспериментируйте, пробуйте. Итак, пока мы игрались с этой боковинкой, процесс окисления произошел. Вот такая получается поверхность, да, естественно, окислившаяся, красивая. Больше я не хочу, мне достаточно. Поэтому я сейчас с помощью шелака остановлю этот процесс и отложу пока ее в сторону. Шелаком прям пройдитесь. О, какой красивый получился эффект. Прям естественно состаренная поверхность. Все. И, естественно, этот объемный момент тоже остановим. Так, все, пока это все оставляем в покое и занимаемся крышкой. Итак, сейчас с помощью акриловых красок мы выровняем поверхность, чтобы у нас не было этих некрасивых перепадов. Я буду использовать оливковую краску, лиловая, наверное, темно-зеленую, бирюзовую, где-то частично все-таки и тоже умбру жженую.
Сейчас буду смешивать, смотреть, что у меня будет получаться. Приступаем. Итак, а сейчас что я делаю? Беру такой натуральный, не знаю, охру, наверное, возьму. Охру. Вот у меня же боковинки. И здесь, да, надо как-то их связать. Возьмем охру. Белила нам понадобится в процессе. Так, и продолжаем. Возьму другую кисть. Сейчас буду смотреть. В процессе еще буду использовать такие губки, немного увлажняю их. Если вам интересно, как я их делаю, вернитесь в мастер-класс «Чемодан», первая часть. Там все показано в подробностях. Вот такими. Так, я эту губку, несколько видов краски, которыми мы работали изначально, да, смешиваю чуть-чуть. Убираю лишнее и прям прохожусь в некоторых местах. Почему такую губку использую? Потому что от губки для мытья посуды остаются такие явные поролоновые следы, скажем так, да. А если сделать вот так, да, на мягкая основа, мягкая середина, мягкая основа, более размыт, дымчатый такой эффект получается. Поэтому очень удачно можно ей экспериментировать и работать. Пожалуйста, используйте. Так, ну, собственно, все. И сейчас еще чуть-чуть с помощью кисти немного добавлю. Сейчас немного белого мне надо. Все, пока оставим крышку в покое, пусть просохнет хорошо, потом посмотрю, если что-то еще захочу, немножко добавлю. Переходим к боковинке. Та же история. Сухой кистью выравниваем, да, связываем. Так, сейчас один момент. Возьму коричневую краску. Ну-ка. Тоненькую кисточку. И здесь, где немного вышла подаль, туда, где не нужно, не следует ей там быть, я вот такими движениями ее скрою. Так, сейчас с помощью другой губки чистенькой, тоже коричневой краской, немного, совсем чуть-чуть, легонечко-легонечко пройдусь по поверхности, еле-еле дотрагиваясь. Так, сейчас с помощью коричневой краски боковинки, которые с картой, тоже немножко их соединим, затемним уголочки.
После этого оставляем просохнуть и переходим к внутренним работам. Так, пока все, пусть просохнет. И приступим после того, как просохнет вся внешняя сторона, приступим к внутреннему оформлению. Приступаем к середине. Так, поверхность высохла, и сейчас с помощью той же губки немного увлажню ее. Снова буду использовать охру коричневый и немножко еще поиграю с цветом, с оттенками. Ну все, мне все нравится. Такая получилась история. И сейчас все высушу, покрою лаком и буду клеить ручку. Покрываем лаком. Начинаю с ручки. Ручку хорошенько. Так, на этом этапе мы сделаем красивую внутреннюю часть, потому что, видите, здесь все не очень, поэтому надо ее хорошенько закрыть. Для этого я буду использовать мягкую бархатную ткань, картон и мягкий наполнитель или поролон, ну как у кого что есть. Более подробно, как я это делаю, как я склеивала, что я применяла, возвращайтесь в мастер-класс «Переделка чемодана. Часть 2», и там все подробно, поэтапно показано, как я это делаю. Приступаем. Такой у меня тонкий поролон есть. В итоге получилась вот такая середина.
довольно-таки симпатично. Еще раз повторяю, чтобы увидеть более подробно, какие-то детали для себя подчеркнуть, возвращайтесь к мастер-классу «Чемодан. Часть 2». И там мы делали по тому же принципу середину. Пожалуйста, посмотрите более подробно. Клеим ручку. И в завершении работы я сейчас сухой кистью и жидкой по талию немного пройдусь, украшу и выделю какие-то элементы. Дорогие рукодельницы, творческие феи, подошел к завершению очередной мастер-класс. Видеоурок по созданию оригинальной шкатулки из обычного картонного короба из-под напитка. Был обычный короб, в итоге мы имеем интересную, оригинальную, винтажную шкатулку. Также благодаря этому видеоуроку вы узнали о многих техниках. Я думаю, вам было интересно, я на это, во всяком случае, надеюсь. Мне с вами интересно всегда. Итак, в итоге получилось у нас что? Вот такие красивые объемные элементы. Работа со структурными пастами, золочение. Вот как он выглядит со всех сторон. Еще раз так. Открываем. И здесь, пожалуйста, тоже очень красиво. Можно выбрать карту с пожеланиями, если это в подарок. Вот как в этом случае. Тоже очень оригинально смотрится. Используйте, пожалуйста, идеи, создавайте свои неповторимые вещицы для вашего дома и для подарка любимым людям. Уважаемые рукодельницы, напоминаю, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал «Колыбель искусства». Это поможет вам не пропустить интересные для вас мастер-классы. Также оставляйте свои комментарии и лайки, это помогает развиваться мне и моему каналу. Всего вам доброго, до скорых встреч и давайте творить вместе!